Доброе утро, зрители Стоп Гейм! В эфире Игрозор. Ладно, шучу, с 1 апреля. В эфире Инфакт. 7 июля исполнится 25 лет с момента релиза Final Fantasy IX. Вы спросите, почему я об этом напоминаю 1 апреля? Судя по всему, Square Enix активно готовится отмечать эту дату. Компания опубликовала вот недавно отдельную страницу на сайте 9-й финалки, где пообещала ворох анонсов. Компания указала, что поклонников ждет, цитата, «ворох проектов, включая товары и коллаборации». Конец цитаты. Знатоки японского отмечают, что подобная формулировка о проектах или планах довольно обширна, поэтому нет уверенности в том, что нас ждет какой-то крупный анонс вне рамок кроссоверов и мерчендайза. То есть что-то играбельное лучше не ждать. Тем не менее, фанаты все равно надеются на вести о ремейке Final Fantasy IX. Многие верят в то, что упоминание обновленной версии в утечке из Epic Games Store летом 24-го не было ложной информацией. В том же списке проскочили ПК-порт Red Dead Redemption, который вышел в октябре того же года, и новая Турок. Ее представили во время The Game Awards 2024. Впервые же о существовании ремейка Final Fantasy IX стало известно из утечки GeForce Now в 2021. Спустя 2 года журналист Джефф Граб заявил, что 9-я часть была упомянута в базе данных стримингового сервиса Nvidia не просто так. Мол, ремейк вполне себе существует. Осталось фанатам финалки лишь дождаться июля, он всего через 3 месяца. Судьбоносное решение Джоэла в финале первой The Last of Us вызвало множество споров и обсуждений среди фанатов игры. Можно ли считать его действие правильным? Вот этот вопрос звучал прям часто. Автор «Одних из нас» Нил Дракман уверен, что вполне можно. Концовку пересказывать, если что, не буду, прошедшие наверняка все помнят. Что до ответа Дракмана, то высказался он на интервью IGN. Перед премьерой 2-го сезона адаптации журналист спросил у авторов актерского состава, как они поступили бы на месте Джоэла. Гейм-директор Тлоу оказался полностью на стороне персонажа. Говорит, думаю, Джоэл был прав. Если бы я был на его месте, надеюсь, я смог бы поступить как он, чтобы спасти свою дочь, поделился Дракман. Его коллега по адаптации «Одних из нас» Крейг Мейзен высказал схожее мнение, но подчеркнул, что хотел бы думать, что принял бы все-таки иное решение в этой ситуации. Дракман также подчеркнул, что для многих принести в жертву случайного человека ради спасения всего мира не такая уж и большая дилемма. Но стоит поместить на место этого проходимца какого-то родственника, особенно ребенка, то ответ будет сильно отличаться. Задача с вагонеткой, так сказать, усложняется еще и родственниками теперь. Но вообще тезис справедливый. Тем временем Белла Рамзи, сыгравшая Элли, считает, что Джоэл на самом деле спас мир, только не общий, а исключительно свой. Ей вторит изобразивший Джесси Янг Мазина. Говорит, да, он спас свой мир. Ну кому есть дело до всего мира, если твой собственный разрушен? Конец цитаты. На чьей вы стороне в вопросе финала Ластухи, пишите в комментах. Мне позиция Крейга вот ближе всего. В Digital Foundry продолжают ковыряться в версиях Assassin's Creed Shadows. В последнем видео авторы разобрали ПК-версию. Эксперты пришли к выводу, что в плане технологий и графики тени совершили внушительный скачок для серии со времен Assassin's Creed Unity. Но как эта красота играется на не таких производительных лошадках и какие настройки стоит выставить? На эти вопросы журналист Алекс Баталия постарался ответить. Все пересказывать не буду, если что, ссылка под видосом. На старте игры геймеров встречает компиляция шейдеров, которая на системе с Ryzen 5 3600 длится около минуты. Подзагрузок во время геймплея ведущий при этом не заметил. По его мнению, это довольно впечатляюще. В плане стабильности фреймрейта на ПК Assassin's Creed Shadows показывает себя достойно, но до высот Kingdom Come Deliverance 2 она все же не дотягивает. Но игра удостоилась комплимента. При галопе на лошади, говорят, количество кадров не опускается ниже 60 даже на системах с Ryzen 5 3600 и RTX 4070. Даже. Ну ладно, там 3600, так что формально даже. Чем Баталия оказался недоволен, так это катсценами. Их показывают только в одном соотношении сторон, из-за чего на экране 16:9 есть полосы, и показывают их только в 30 FPS. В результате возникает огромный разрыв между повествовательной частью и геймплеем. Насчет катсцен полностью согласен, но, наверное, фреймрейт там не главная проблема. Но вернемся к разбору баталий. По какой-то причине фреймрейт в Shadows опускается на 25% и возвращается назад при изменении времени суток. Например, днем наблюдаем 74 FPS, и по мере наступления сумерек кадры в секунду уходят за горизонт вместе с солнцем. Однако с началом ночи фреймрейт начинает потихоньку возвращаться и так по кругу. Эта проблема наблюдается на всех протестированных видеокартах.
К своему удивлению, Баталия обнаружил, что неполадка исчезает, если включить и выключить что-то в настройках. Продолжать пересказ материала больше не буду. Если хотите больше деталей о ПК-версии Ассасина, то, как и сказал, кликайте на ссылку под видосом. Основное там указано, и ссылка на оригинал, на ролик тоже есть. Не секрет, что Monster Hunter Wilds отлично продается. Но насколько отлично? Ответ принесла сама Capcom. Свежие данные о тираже Monster Hunter Wilds гласят, что с момента запуска, 28 февраля это было, напоминаю, игру купили 10 миллионов раз. В это число включили как продажи в цифре, так и отгрузки в магазины. В итоге проект стал самым продаваемым тайтлом компании за дебютный месяц. Благодаря своим успехам Wilds должна устроиться на 7-й строчке самых успешных игр Capcom. От места повыше, где расположилась Resident Evil Village, симулятор охотника на монстров отделяет меньше миллиона купленных копий. При этом напомню, что из 10 миллионов 8 удалось реализовать всего за 3 дня с релиза. На фоне этой новости аналитик Даниэл Ахмад предположил будущее игры. Вот цитата. «Благодаря продолжающимся продажам, выходу DLC, релизу на Switch 2 и так далее, игра возьмет планку в 20 миллионов копий, обойдя Rise», — сказал эксперт. Команда Frogwares, вопрос, кто это уместен, но сейчас вспомните. В общем, эта команда сообщила, что трудится над The Sinking City Remastered. Трейлер разработчики не предоставили, но выкатили ворох скриншотов. Геймплей пообещали показать уже скоро. Пока вот на оригинал посмотрите, а скриншоты, если что, в новости. Изначально The Sinking City вышла в 2019 году на базе Unreal Engine 4. Ремастер же перенесут на Unreal Engine 5, поэтому он похвастается улучшенной визуальной составляющей, что просто удивительно для ремастера, да? Добавят 4К текстуры и усовершенствованные отражения. Локации приправят большим числом объектов и повышенным уровнем детализации. К облагороженной версии пришьют фоторежим и поддержку DLSS, FSR, TSR и прочих аббревиатур. Даты релиза у The Sinking City Remastered пока нет. Готовится проект для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Всем обладателям оригинала 2019 года ремастер, если что, достанется бесплатно в качестве апгрейда. Тем временем продолжается Kickstarter кампания The Sinking City 2. До конца сборов осталось меньше недели. А вот и все новости на сегодня. Больше текстов найдете на нашем сайте. Там, кроме кучи интересных новостей, лежит обзор нелинейного детектива The Darkest Files от Jubi, а еще я выпустил обзор Assassin's Creed Shadows. Срач про историчность Яски в комментах прилагается. Не забудьте про лайк и хорошего вам вторника. Пока!